Ребята, всем привет! Давно не было влогов на моем канале. У меня было очень много дел и очень много стресса. Поэтому в эти выходные я решила замедлиться, снять влог и немного разнообразить контент на моем канале, потому что в последнее время во всех видео я просто сижу за столом. Итак, я вышла на пробежку. Погода просто прекрасная. Я думаю, вы слышите, как поют птицы. Планирую пробежать 2 километра и сделать зарядку, небольшие, несложные упражнения на улице. Надеюсь, получится. И здесь есть, конечно, площадка. Сейчас я ее покажу. Площадка для упражнений, для зарядки. Но я делаю такие простые упражнения, что мне не нужны турники. Сейчас покажу, что такое турник. И мне нужна просто лавочка и какая-то ровная поверхность. Поэтому не хочу занимать место на площадке. Кому-то оно нужнее, чем мне. Ну вот, здесь вот тренажеры, там площадка. И сейчас покажу, что такое турник. Вот это. Здесь есть вот это. Вот еще. Я решила прогуляться домой и закрыть мою цель по шагам. И хочу еще раз признаться в любви Аликанте, этому городу. Невероятно красивый город. Давайте полюбуемся этим видом вместе. Und deswegen habe ich gestern meine Wohnung aufgeräumt, ein bisschen und ein bisschen geplant, was zu machen in meinem Vlog. Ich habe Bauchschmerzen schon seit einer Woche. Und nächste Woche gehe ich zum Arzt und es ist ein bisschen stressig. Так, у меня не было времени записать это видео до звонка, потому что я была в душе и потом я обедала. Но сегодня у меня нет уроков, сегодня у меня выходной, сегодня пятница, но у меня есть созвоны с моими языковыми партнерами, тандем-партнерами по немецкому и по испанскому. И я хотела снять еще испанский сегодня. Но мой партнер сегодня сказал, что он очень устал и хочет отдохнуть после работы. Поэтому этот звонок отменяется. И мне все равно нужно попрактиковать испанский, потому что на следующей неделе я хочу пойти в больницу. Поэтому я думаю, что сейчас я позанимаюсь испанским самостоятельно. И чуть позже я начну монтировать видео, которое выйдет в субботу. И я стараюсь выпускать видео регулярно. Пока что это получается. Но немного грустно, что просмотров сейчас мало. Но я все-таки надеюсь, что это временно. И стараюсь не грустить, не унывать. Поэтому не забудьте поддерживать меня лайками и комментариями, когда вы смотрите мои видео. Это очень помогает моей психике. Ну что, время готовить ужин. И так как у меня сейчас немного болит живот, я стараюсь есть что-то здоровое по возможности, то есть не жареное.
Поэтому сегодня я попробую новый ПП-рецепт. ПП – это аббревиатура правильного питания, правильное питание. ПП – правильное питание. И ПП-рецепт – обычно это рецепт какого-то блюда, которое относится к правильному питанию. То есть это что-то не жирное, не мучное, не сладкое, с высоким содержанием белка. Поэтому сейчас я попробую приготовить кое-что по новому рецепту. Не знаю, получится или нет. Я на всякий случай это сниму. Если ничего не получится, я ничего из этого не покажу. Итак, для этого блюда мне нужен творог. Но творог здесь не получится купить в обычном магазине, поэтому я сама буду его делать из молока и лимона. Также мне будет нужен сыр. Здесь уже тертый сыр. Тертый сыр. Шпинат. И рисовая бумага. Ну что, начнем. Ну и сначала я буду греть молоко. Я выливаю молоко. Раз. И два. Теперь я накрою крышкой. И включу газ. Главное не забыть убрать крышку, когда молоко нагреется. Ну и параллельно я немного обжарю шпинат. Итак, я также разбила яйцо и немного его взбила. Яйцо нужно будет на последнем этапе, но пока у меня есть время, я это сделала. Шпинат готов, и молоко пока греется. Молоко нагрелось, я беру половинку лимона и выжимаю сок. Уже видно, как отделяется будущий творог от сыворотки. Видите? Дальше я беру тарелку, вот такое сито, и сейчас буду перекладывать творог в сито. И вода будет стекать в тарелку. Вот столько творога у меня получилось. Сейчас нужно будет подождать, когда он остынет и выйдет лишняя жидкость. И будем продолжать готовить ужин. Я переложила их на тарелку. Сейчас буду пробовать с кефиром. Очень-очень даже неплохо. Ставлю лайк. Всем привет! Сегодня суббота. Хотела я с утра уже снимать влог, но было так много дел. Сначала я завтракала, потом доделывала видео
потому что это тоже сложный процесс. Потом делала сторис в Инстаграм. Что-то я еще сегодня делала. Отвечала на комментарии. Потом нужно было готовить обед, и начались мои уроки. В общем, сейчас время 8 часов, и я только начинаю сегодня снимать кусок влога. И хочу показать мой новый творческий проект. И это будет вот такая тарелка с сырниками. И я хотела сказать про то, что творог играет очень важную роль в славянской кухне. И вчера я готовила творог, и сырники — это тоже блюдо из творога. Я думаю, что вы уже знаете, что такое сырники, если вы уже давно изучаете русский язык и знакомы с русской культурой. Итак, что здесь у меня есть? У меня есть вот такой круглый холст. Холст — это то, на чем рисуют обычно. И это будет тарелка. И я сделала сырники из пенопласта. И наверху это папье-маше. Папье-маше — это смесь туалетной бумаги, клея и воды. Я сделала только одну часть. Мне нужно сегодня доделать вторую часть и потом подождать, когда это все высохнет. Также я уже сделала чернику из таких, не знаю, сфер, шариков из пенопласта. Я покрасила в цвет, подходящий для черники. Также на моей тарелке будет немного джема и маленькая тарелочка со сметаной, которые я тоже хочу сделать объемными. В общем, у меня будет объемная картина. И я думаю, это будет красиво смотреться на моей полочке или на стене. И у меня есть такой вот референс. Это тарелка. То есть я хочу нарисовать вот такую тарелку, только красного цвета. И сырники, в принципе, я уже сделала макет. Я хочу их положить также. Также вместо малины у меня будет черника. И мне нужно понять, какой джем у меня будет. Возможно, черничный. Ну что, все готово? Я начну с тарелки. Сейчас я раскрашу тарелку, а потом сделаю сырники. И, наверное, соберу всю картину уже завтра или послезавтра. Мой результат на сегодня. Вот она, тарелка. Я добавила сметану, и это тень, потому что здесь видно, что под сырниками есть тень, поэтому я добавила ее сюда. И время уже 23:25. Я не успеваю сделать сырники, к сожалению. Я не успеваю сделать сырники сегодня, но завтра воскресенье. Я думаю, что я смогу сделать их завтра, подождать до понедельника, когда они высохнут, или сушить их феном и раскрасить их в понедельник. Думаю, я сделаю так, но посмотрим. Всем привет! Итак, сегодня воскресенье, и сейчас я пойду на пляж и хочу показать, что я беру с собой. Итак, у меня с собой покрывало, конечно же, панамка, потому что я все-таки надеюсь, что там будет солнечно.
Здесь у меня термос с кофе. И где-то еще есть, нашла, есть еще книга. Надеюсь, я сегодня дочитаю. Осталось совсем чуть-чуть. Ну и наушники. Как тепло на улице. Класс. И хотела бы еще немного прокомментировать содержание моей сумки. Может быть, для кого-то это странно, что на пляж, где солнце, я беру термос с кофе, но я могу пить горячие напитки, даже когда 38 градусов. То есть для меня это не проблема. Плюс, возможно, у меня упадет давление, и мне понадобится кофе. Поэтому это хорошая идея взять с собой термос с кофе. Тем более он не занимает много места. И насчет книги. Я за прошлый год прочитала только одну книгу. И с одной стороны это грустно, с другой стороны у меня было много других событий и много других дел. Поэтому в этом году я решила, что хотя бы по воскресеньям, когда я стараюсь делать выходной, я буду ходить на набережную или на пляж и там читать хотя бы пару часов. Потому что так много книг, которые хочется прочитать и которые мне бесконечно советуют ученики или друзья, знакомые. Но как-то не получается. Еще я поняла, что в этом влоге у меня всегда какой-то кошмар на голове с волосами. Но извините, потому что если я иду бегать или я иду на пляж, я не могу красиво укладывать волосы, потому что в этом нет абсолютно никакого смысла. Если вы хотите посмотреть на красивую укладку, можно сделать это в видеоуроках, например. Ребята, я ухожу с пляжа. На самом деле, я бы еще немного полежала под солнцем, но я уже хочу есть. Время уже 4 часа почти. Я там была 2,5 часа. Мне кажется, этого достаточно. Так тихо и спокойно. Добро пожаловать обратно ко мне в комнату, ко мне в кабинет. Как вы видите, загар все-таки какой-то есть. Надеюсь, я не буду сильно красной завтра. А если даже буду, какая разница? Правильно? Солнце, витамин D – это хорошо. Итак, какие у меня планы сейчас? Планы доделать мои сырники. И папье-маше у меня уже есть готовое с прошлого раза. Здесь. Фу. Итак, давайте об этом поговорим. У нас есть глагол «пахнуть». И когда что-то не очень, мы говорим «плохо пахнет». Плохо пахнет. Здесь плохо пахнет. Это плохо пахнет.
И наоборот, мы можем сказать хорошо пахнет, отлично пахнет. Ну вот это вот прям воняет. Это более разговорный вариант сказать, что это очень плохо пахнет. Там была вода и клей. Наверное, это вода так воняет. Не знаю. Ну какая разница? Конечно, я сказала в начале этого влога, что я хочу замедлиться. Как результат, ничего не успеваю. Завтра уже понедельник. Хорошо, что у меня завтра тоже нет уроков, но по понедельникам я обычно снимаю видео или работаю над секретным проектом. Я очень надеюсь, что скоро я вам расскажу, что это, потому что это связано с русским языком. Вам понравится 100%. И поэтому завтра у меня нет уроков, но у меня есть другие дела, которые мне нужно сделать. И могу сказать, что да, выходные закончились. Довольна ли я? Да, неплохо. Я отдохнула на пляже, занималась спортом, провела уроки вчера в субботу, сделала хотя бы что-то для моего творческого проекта. Поэтому неплохо, да. И увидимся с вами завтра, в понедельник, потому что мне нужно доделать мою картину. Все, пока-пока. Добро пожаловать в вторник. Надеюсь, сегодня наконец доделать то, что я хотела доделать в воскресенье. Итак, мои сырники высохли, и их можно красить. Я уже разложила их на тарелку. Сейчас вам покажу. Вот так это выглядит сейчас. Вот эти сырнички, пока белые. Здесь джем, варенье, я так и не знаю, что это такое. Здесь сметана, и я уже разложила чернику. Потом сейчас нужно будет немного их покрасить. Вот в такой желто-бежево-коричневый цвет. Не знаю, как правильно его назвать. Но есть одна проблема. Потому что желтый у меня вот такой. Очень холодный желтый. И как вы видите, здесь желтый теплый. Поэтому сейчас мне нужно будет немного заглянуть в колористику и научиться делать теплый желтый из холодного желтого. Но я думаю, все решается добавлением красного. Я беру в руки клеевой пистолет. С ним работать я не люблю, потому что если чуть-чуть больше, плохо, чуть-чуть меньше, плохо. Но мне нужно закрепить это так, чтобы картина могла висеть на стене и ничего не упало, поэтому мне нужен клеевой пистолет. И я попробую максимально аккуратно с ним работать. Но посмотрим, как получится. Поехали!
Ну, если вы работали с клеевым пистолетом, вы знаете, что остаются постоянно вот такие ниточки или волоски. Теперь их нужно аккуратно убрать. Ну что? Та-дам! Готово. Я очень рада. Правда, я думала, что это займет меньше времени, но как получилось. Так выглядит результат, и мне нужно придумать, где это будет висеть или стоять. И спасибо большое, что посмотрели этот влог. Смотрите другие мои влоги и другие видео. И если я вас вдохновила на такую же картину, и вы тоже ее сделаете, пришлите мне фотографию в личные сообщения. Все, всем пока, хорошего дня!